Пацаны вас снимают на камеру. Вау, какой он грозный. Панкарезик маленький. Изулик, вставай, не А пиво я убрал уже. А я же приготовил, тебе пусть они уберут. Қиын не жинау? Не, ну я здесь буду, но я что-то не хочу убираться, лень. Что в телек смотришь? Мы туда смотрим. Давай что ли? Одни ножки оставь, смотрите. Вот это так. Главное, всего самого наилучшего, чтобы в жизни все реально было. Мирно улыбайтесь. Крик. Сторон. Раньше я был лимон, я был кислый. Короче, беспонтовый был. А теперь я чуть-чуть послаще стал. Я стремлюсь стать мандарином. Здесь вещь. Dear ladies and gentlemen, welcome to Nur-Sultan International Airport. For your own safety, please remain seated until the signal sign is switched off. Disembarkation will be carried out from the forward part. Please do not rush. The local time is 25 minutes. Здесь тоже балкон был раньше, здесь потом сделали такую. Саламатсыздар ма? How are you? Nice, nice to see you. How's it going? Good, yeah. Very good. Has it changed a lot? Yeah, a bit. The teacher's room Yeah. change. The best view now. Please come in. Yeah, we have you. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Мына жер жақсырақ болды ма, қалай болды? Кеңірек мына жер. Саламатсыздар ма, балалар, қалайсыздар? Жақсыдар. Айтып отырмын ғой, мысалы, дұрыс жағы болса, ол до конца барады. Ол көп жерде көруге болады. Кішкентай нәрсе болсын, үлкен нәрсе болсын, яғни қай жақта дұрыс жағы болса, яғни сіз айтыңыз, хақ қай жақта болса, сол жерден талап етеді сол нәрселерді. Кішігірім такси болса да, кішігірім бір сол дұрыс нәрсе болса, обязательно жазады. Обязательно соны алады мысалы. Біз көп жағдайда қоя салшы дейміз мысалы, не істейсің? Ол жоқ дейді. Қазір жазбаса, қазір бұл мәселе өзгертпесек, ол келешекте үлкен мәселелерге алып келеді дейді мысалы. Тағы бір жағдайда ол, білмеймін, біреулер айтты ма, айтпады ма, сыныбымен неге барғысы келеді, кинотеатрға барғысы келеді. 11 сынып оқушылары, сосын фильм таңдайды олар, қай фильмге барамыз. Сол жерде бір фильм енді іздейді ғой, бір фильм барады, ол фильм 16+. Оның оқушылары 11 сынып, бәрі 16-17 жастағы балалар. В принципе, нормально. Яғни 16+, келіп жатыр, все. Шамалы нелерін қарайды, жаңа рейтинг, отзыв қарайды, вроде бы нормально, бәрі жақсы. Естіңдер ма сол нені? Иә. Сөйтіп балалар жиеді, 11 сыныптарда барады, кинотеатрға барады. Отырса фильм басталады, и жаңағы жағымсыз сахна шығады, сцена шығады. Қыздар ұялады, ұлдар ха-ха-ха күледі. Ол жаңағы қарамандар бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деп сөйтіп отырады. Yani жарайды, бір рет өтіп қалды, жақсы. Шамалдан кейін отыр, қайтадан бір сахна шығады, жағымсыз, дұрыс. 18+ да сахналар шығады. Түсінбейді Данияраға, не болып жатыр? Өзі қызарып жатыр. Ана оқушыларын алып келді ғой енді. Қарай тағы жалғасып жатыр. Сосын все дейді, болды дейді, шығамыз дейді. Фильм басталды, бір 10-15 минут болған шығар.
бүкіл балаларын шығарады. Әрине балалар шамалы ренжиді бұл жерде Данияарға, бірақ Данияарға жағдай түсіндіреді, болмайды ағы. Фильм дұрыс емес деп түсіндіргеннен кейін балалар да оны жаңағы түсінеді, окей дейді. Сөйтіп келгеннен кейін бұл фильмді тағы да зерттейді. Бұл қандай фильм? Неге 16+ жазылды деп қараса, бұл тек қана Қазақстанда 16+ екен. Америкада, Европада, шетелде 18+ бұл фильм. Қараңызшы да, біз білмейміз оны мысалы. Сөйтіп жаңағы неге звондайды? Кинотеатрға звондайды. Сөйтіп айтады, сіздер неге бүкіл жерде 18+ бұл фильм, сіздер неге 16+ деп жасады? Олар сразу біз оны жасамаймыз, оны мәдениет министрлігі жасайды бізге дейді. Сөйтіп ол мәдениет министрлігіне звондайды. Звондаса, олар жаңағы телефонмен жаңағы жауапты жоқ, қазір жауап береміз, сөйтіп дұрыс жауап бермейді. Содан кейін ол ресми хат жазады оларға. Ресми хат жазады. Осылай, мына фильм бүкіл жерде 18+, сіздер неге 16+ деп жіберіп жатсыз оны дегенде, сөйтіп 1-2 күн жауап бермейді олар почтасына. Келесі күндері қарасақ, бүкіл Қазақстанда бұл фильм 18+ болып ауыстырылды. Қараңызшы, бір адам қалай бүкіл дүниені өзгереді. Яғни бұл фильм неге 16+ жазылғаны ол белгілі. 16+ болса, соншалықты көп адам ол жерге барады, соншалықты көп ақша бұл болады. Бұл мәселе зерттейтін болсақ, осындай мәселелер бар. И жаңағы қанша біз халықпыз, бұны ешкім сұрап жатқан жоқ та, жазып жатқан жоқ та. Бір адам қалай бұл жүйені дұрысқа айналдыра алады, бір үлгісі мысалы бір жерде. Қайсымыз біз оны мысалы до конца барып осы мәселелерді жасайтын едік. И және мынандай жағдайлар көп болды. Шынымен де мен қазір оны сондай шама неге түсіп жатырмын. Ана айтады ғой, общественная ответственность дейді ме, қалай оны дейді? Социальная ответственность, жауапкершілік, яғни қоғам, әлеуметтік қоғамдық жауапкершілік болу керек. Солай, яғни тек қана бұлай емес, маған болмаса, маған тимесе жақсы емес, ол келешегін ойлайды. Жарайды, маған мүмкін қатысы емес, бірақ ол басқаларға зиян алып келеді деген сияқты. Сол позицияда ұстану. Да, я снимаю. Супер эмоциональный. Да, обязательно. Да, обязательно. Давай готовят нам кафе. Да. Перед 11 классом, когда у нас не хватало учеников, наш Д-класс соединили с Бшниками. И Д-класс пропал, остались только А, Б и С. Тогда 1 сентября в 11 классе мы перед этим нарисовали плакат с девочками и написали там «Д однажды, Д навсегда». Агай увидел этот плакат, и когда вот здесь на сцену актового зала вызывали учителей, он вышел с этим плакатом, сам захотел, сам предложил это, просто увидев у нас. Вот, вышел, все очень хлопали, смеялись учителя. Мы стояли там и тоже капец орали. Нам самим было очень приятно, что Агай сам, это было показателем того, что Агай сильно любил наш класс. И сам тоже бы хотел, чтобы он остался. Даки, проблемы твои он решит. Даки, таких как он дефицит. Когда надо, пинок под зад поставит он. Когда надо, горой за друзей встанет. В отношениях как бы подскажет. Ничего при этом не скажет. И иду к тебе домой, закажет. А врагов твоих он загажет. Такие проблемы твои он решит. Такие, таких как он, дефицит. Я на втором курсе стал ассистентом профессора и обучал студентов физики. И я ему написал об этом,
и поблагодарил его за те знания, которые он мне передал по физике. А он скромно ответил, что мы сами задрали по физике, а он просто ставил оценки и так далее. Сказал, что наши достижения — это его достижения по-своему. Но при этом он сказал хорошо себя проявлять в университете, чтобы проложить дорогу остальным поступающим ученикам. Но при этом это он тот, кто проложил дорогу. После пару дней того, как я узнал о том, что случилось, я передал письмо от Данияр Агая администрации моего университета, где был договор о том, сколько учеников, сколько мест будет аллоцировано для Нурурды и Атуралского лицея. Я когда пришел в администрацию, там не было той опайки, которой адресовано было письмо. Я оставил у нее в офисе, она как увидела, и я написал о том, что случилось, я посчитал, что ей нужно знать. И она срочно меня вызвала, как только увидела письмо, и высказала то, что она чувствует по этому поводу, и сказала, что она потеряла не коллегу, а друга. И при этом она сказала, она сделает все, чтобы проложить дальше дорогу для всех его учеников, поступающих. И если в начале, когда я поступал, у нас всего было 2, тех, кто с Нурурды или с КТО в принципе, то сейчас, с этого года, как я вижу, десятками учеников поступает сейчас в мой университет. И даже после своего ухода он оставил за собой открытую дорогу в перспективное будущее для целого поколения умных ребят. Я в Нурурде здесь с 1 класса учусь, и вот уже 14 лет здесь нахожусь. Если вот так мою историю взять, пока я здесь находился, с 7 по 11 класс более же такой осознанный возраст. И к нам Данияр Агай в 8 классе пришел. Из всех учителей так выделяется, и мы этого так по ходу узнаем все. С Данияр Агаем я, не знаю, так максимально сблизился. Он для меня уже стал таким... В какой-то момент он для меня стал такой загадкой. Типа, как такой вообще, ну, реально мощный агай, который мог бы там, не знаю, в другом месте работать, там, делать деньги, да, и, ну, все равно работает в школе, помогает нам. И вот так даже вечером я выхожу со школы и смотрю, как Данияр Агай и Гульнур апай, тогда Амина еще маленькая, такой, идут, домой возвращаются, Данияр Агай с коляской. И я такой про себя, я вот так жить хочу. И для себя как будто такое принял решение, ну, то есть в голове уже более-менее стало, по местам все, как бы, кем я хочу быть и так далее, все эти вопросы. И Данияр Агай вот на меня, наверное, в этот момент прям больше всего повлиял. Вот сейчас пока я такой тәрбиешілік, вот мұғалімдік хожу, часто пытаюсь, как он делать, его майндсет брать. Но все равно, короче, все равно, такие-то, короче. И, короче, да, во всем пытаюсь быть, как он. Типа, есть же вот эти отношения между Стас и Шакырт. Типа, они же всегда особенные. И вот... И для меня, короче, вот первый Стас, наверное, это он. Что еще сказать? Что, записываем эту историю?
курсанта под номером 1, учитель физики лицея «Билим инновация» Исмаилов Данияр Муратбекович. Здравствуйте, я Измаил Данияр, являюсь учителем био для девочек. Уже более 10 лет преподаю физику. Как и любой казах, моя семья хотела, чтобы я был экономистом или юристом. Я всю жизнь мечтал быть айтишником, программистом. Но закончил я нефтегазовое дело, и сам сейчас преподаю физику. Сегодня есть мне история для вас. Үздік ұстаз болған кезде ол Нұрорда мектебінде жұмыс істеді. Мен ол кезде директор орынбасары едім, ол біздің мұғалімі еді. Сол кезде ол жаңағы үздік ұстаздығы документтерін, құжаттарын тапсырды. Құжаттарын бергенде 10 мұғалім таңдалады Астана қаласы бойынша. Данияр аға өтпей қалады. Содан кейін ол апелляцияға береді. Критериялар бар. Критериялар отырғанда оған көп ұпайларын алып тастаған екен. Сөйтіп ананы қостырды. Сөйтіп қостырғаннан кейін ана 10-дыққа кіріп кетеді. 10-дыққа кіріп кетеді. Содан кейін жалпы мен осылаймын, 10-дыққа кіріп тұрмын, мен жаңағы осы нені алуым керекпін. Номинация алуым керек, үздік ұстаз болуым керекпін деген сияқты. Бірақ сол кезде оған жаңағы білім басқармасына айтылады, жоқ сен жаңағы жекеменшік мектептен қатысқасын, біз саған бере алмаймыз. Данияр аға айтады, неде ережеде жазылып тұрған жоқ болған нәрсе. Жазылып тұрмаса да бұлай дейді. Сен жаңағы қатыса алмайсың, біз саған бермейміз дейді. Сөйтіп дегенде ол жоқ, онда мен дейді шағым жазам дейді. Прокуратураға, министрлікке шағымданам дейді. Сөйтіп жаңағы олар шамалы не істегеннен кейін директоріне звондайды, Данияр ағайдың. Нұрорданың директоріне звондайды. Сөйтіп директор Данияр ағайды шақырады, директорды сөйлеседі Данияр ағаймен. Бірақ Данияр ағай айтады, жоқ, мен дейді келіспеймін, директорды тыңдамаймын, жаңағы мен осы жолда менің жаңағы дұрыс осылай, дұрыс қалай болса солай болу керек деп соның несіне жасайды. Директор оған көп нәрсе ештеңе айта алмай, жарайды онда дейді. Сөйтіп ары қарай оны жаңағы білім басқармасы басшысы да естиді бұл мәселені. Олар жаңағы қордың басшыларына шығады. Білім инновация фондының басшыларына шығады. Сөйтіп ол сояқтан шақырады оны Данияр ағайды. Басшылар шақырады. Сөйтіп сояққа барғаннан кейін олар да сөйлеседі. Жаңағы не істейсің, осы жыл жаңағы керек жоқ, келесі жыл жаңағы аларсың деген сияқты мәселелер айтылды. Енді Данияр ағай әрине басшыларға қарсы көп нәрсе былай иә деп айта алмады, жоқ та бірақ айтпады, еш нәрсе айтпады, үндемей шықты. Шыққан бойда жаңағы ұйымдастырушыларға звондайды. Содан кейін айтады, сіздер неге менің басшыларыма ондай нәрсе айтасыздар? Мен дейді, сіздерді дейді, және басшыларды да прокуратураға жазам деп. Сөйтіп қорқытқан. Ана жаңағы ұйымдастырушылар қатты не істеп қалады, қорқып кетеді. Мынау адамға вообще не жоқ, управа нету дейді ғой орысша. Ешкімнен қорқпайды бұл адам, кімді тыңдайды, ешкім тыңдамайды дейді. Соны жаңағы мен басында айттым ғой, храбрость деген бар. Яғни шынымен де өзіне жаңағы несі бар, сенімі бар, ешкімнен қорқпайтын, дұрыс болса, дұрыс жағынан ұстанатын. Айтады ғой, в чем сила? Сила в правде дейді ғой. Осындай ұстанымда болған Данияр ағамыз. Сөйтіп жаңағы ең соңында білім басшысы оны өзі шақырады. Қарайды жаңағы директор тыңдамайды, басшыларын тыңдамайды. Сөйтіп өзім енді сөйлесейін дейді. Сөйтіп өзі шақырады, сөйлескенде әйтеуір жаңа түсіндіреді жағдайды. Яғни біз қазір бере алмаймыз, сен жеке мектептенсің, біздің де түсін деп сөйтіп жаңағы өтініш жасағаннан кейін келіседі. Сол жылы Данияр ағайға жаңағы сол номинация сол жаңағы несін бермейді, призын бермейді. Бірақ келесі жыл қатысқанда сол 1 миллион ақшасын оған береді сол кезде. Ол жеңіп алады. Гранд финал болатын күні таңертең тұрады да, оның алдындағы күн айтады, ертең менде гранд финал, мен дайындалуым керек, солай осындай история айтам деп историялардың бәрін айтып берді маған. И келесі күн таңертең тұрып, киініп, кетіп бара жатыр да, бүгін сол үздік ұстаздың финал болды. Мен ойлап тұрмын, бір кабинет болады, кабинетте оларда защита болады. И кейін андай награждение, гранд финалы, бір отдельно бір концерт, сондай церемония солай болады деп ойладым да. Жақсы деп бардым. Сөйтсем, оказывается, ол күні кәдімгідей сондай концерт болатын күн, гранд финал, Муамер бей өзінің қаншама болельщиктермен келген мужской лицейден. Данияр жалғыз өзі қасында, Қуат ағай бар, кажется, тағы бір апай болды, Сауыч. Екеу ғана барған, стендтерінде тек қана по факту не керек соны қойған.
басқа мұғалімдердің стендтеріне қарасаң, олар стенд жасатқан, там баннерлер заказ беріп солай жасаған, енді керемет дайындалған. Сосын Данияр, одан кейіннен оны вот Данияр қайтыс болғаннан кейін сол концерттің видеосы шықты YouTube'да. Сол кезде қарасам, басқа мектептен келген мұғалімдердің бәрі группа поддержки выступать еткен кезде анандай оқушылармен келген, түлектермен бәрімен келіп там чуть ли андай шоу жасаған ғой бәрі. А Данияр болса өзі шығады, өзі неге мұғалім болғандығы туралы соны түсіндіреді. Жалғыз өзі шығады сахнаға и жалғыз өзі кетеді. Сөйтеді да, оған сол видеода да қарасақ, именно Даниярға неге орын беріп жатқан кезде, именно Даниярға келген кезде бір кесіліп кетеді. Сөйтеді да, екі видеоның қосылғанын сол кезде көрініп тұр. Видимо, сол кезде бір нәрсе болды, но Данияр ол ешкімнің ақысын жемейтін еді да, бірақ өзінің де ақысын жегізбейтін еді. Ол біліп тұр, то что оның бүкіл балл бойынша несі жетіп тұр орын алуға. Видимо, сол кезде сондай бір нәрсе болды, оны негізі айтпаған едім сол кезде. И үшінші орын береді. Үшінші орын сахнада сол марапаттайды, үшінші орын берді деп. Кейін біз жазда лагерге кетеміз, паровойда жүрміз. И как раз біз екеуміз обед іштікте. Жүрген кезде оған звондайды неден, сол Абланома, Гаранома звондайды, айтады, вот, Данияр, сіз осылай жеңдіңіз, но так как вы участвовали с частной школы, ақшаны сіз сол мектеп өзі берсін, біз бермейміз дейді. Сөйтіп ол сол жерде біраз сөйлесті, көп адамдармен сөйлесті, анаған бір звондайды, мынаған бір звондайды. Сол кезде ол басталды, кейін ол қалаға келгеннен кейін ол бүкіл андай нелер комитеттер бар ғой, типа антикор, неге прокуратура, акимат, короче, бүкіл куда можно подавать сондай заявление, барлық жерге жазды. Соңында он добился того, чтобы ему дали эти деньги, и ол ақшаны алды да. И пока вот этот процесс шел, вообще Даниярдың андай ақшаны жеңсем, бір мұқтаж адамға берем деген нәрсесі мен есімнен шығып кетті да. Енді ақша келді ғой. И мен айтамын да, Данияр, давай не істейміз, машина аламыз. И қолымызда тағы да кішкене ақша болған. Екеуін қосып давай машина аламыз. Данияр айтады, жоқ, мен оны как я изначально говорил, мен оны бір ағайға бергім келеді деп. Сосын мен айтам, ну ладно, енді солай шешсе, но ішімде все равно андай түсіне алмай тұрмын да, қалай ол сонша ақшаны алады да бере салады деген сияқты. Мен маған ол нәрсе андай түсініксіз нәрсе болды сол моментте. Кейін ол шынымен ақта алды сол ақшаны, мен қатты одан кейін ол теманы көтермедік. Сөйтіп ол как раз жазда сол июльде Канадаға несі бар етін, Канадада оқу бар етін, сол кезде барған кезде ақшасын сол жақтағы түрік ағайларға беріп келген. Ол түрік ағайлар мұғалімдер ме? Түрік ағай негізі ол өзі может қаламайтын шығар, ол туралы айтылған. Түрік ағай оның мұғалімі болды. Онымен кездескен кезде ол ағайымнан сізге өзінің тәрбиешісі бар, Мұхаммед Али ағай. Сол ағай бер жер деп берген да, кет қалған. Кейін ашып қараса, ішінде ақша шығады ғой, кейін ол кісі кейін Абиге звондайды, айтады, не үшін, неге бер жердің деп. Аби түсінбейді, мен еш нәрсе берген жоқпын деп. Кейіннен түсінеді, Данияр берген. Одан Даниярға хабарласып, солай сондай жағдай болған. Кейін осы жағдайды біз августте Таразға барған кезде, мен ата-анама айтқан кезде олар қатты не істеді. Қатты таңғалды папам. Сол кездегі папамның таңғалысы әлі есімде. Қалай деп, қалай соншама ақшаны, қандай жомарт адам, қандай жүрегі жомарт адам. Олай біз істей алмаймыз деп
сол кезде қатты Даниярға не болған, риза болған едім сондай тірлігіне. Сырттан қарасаң, Даниярға танымайтын адам ойлайды жаңағы өзі үшін, өзінің жаңағы бір нелер үшін жасап жүрген дүние сияқты, бірақ олай емес. Сол ақшаны толығымен қайырымдылыққа жібереді сол жерге. Бірақ қызығы, Юсупбей бұл ақшаны алғаннан кейін ол да әрине шок, сюрприз, қайдан ақша, не үшін ақша деген сияқты. Қиын жағдайда болса да, мүмкін ол ақшаға өзі мұқтаж болса да, бұл ақшалар өзіні қолдамай, ол Юсуп ағай оны ары қарай басқа кісілерге жібереді. Маған ол ақша керек емес, басқа менен де жағдайы нашар адамдар бар деп сол жерге жібереді. Яғни осындай керемет бір жағдайлар, оқиғалар болған. Бұл шынымен де қасымызда болған. Бұл жаңа кітапта да емес, бұрынғы өтіп кеткен нәрсе емес. Осындай өмірлер жасалынған. Әрине, Данияр ағайды қатты сағынамыз. Сонда ерекше адам еді. Бірақ оның жаңа осы жасаған жас кезінде кетсе де көп нәрселер жасады. Және бұл жасаған нәрселер әлі біздің есімізде. Және де біз бәріміз, мен өзім әлі де Данияр ағай сияқты болғым келеді. Арманға қарайтын болсақ, я хочу прям Карибские острова, уехать и не вернуться. Хотел бы вот в шкуре миллиардера побыть. И вот так, и побыть в шкуре миллиардера и почувствовать, что такое. Легко говорить, типа, я бы был бы богатым, всем помогал бы. Я тоже так часто говорю, но я думаю, это не так. Хочется побыть в шкуре и вот это ощутить, как это сложно. Все сейчас богатые так сидят, красавчики. Ну не знаю, это пока то, что в голову пришло, материальное. А так, конечно, духовное совсем другое. Так как являлся капитаном команды Kings, в которой играл Даке, хотел бы отметить, что, ну не знаю, в жизни я там повидал всяких футболистов. Наверное, в топ-3 Даке входил по навыкам футбольным. Здесь не просто, как говорится, понты какие-то, обводки, технические какие-то понты. Здесь самое главное, как он умел играть в команде. Всегда у меня во время игры, я замену делал, в голове дилемма стояла. Даки менять, не менять, что делать. То есть остальные тоже должны сыграть. А на поле хочется оставить Хвата с Данияром, чтобы они результат сделали. В 2016 году участвовали в летнем первенстве среди выпускников КТЛ. У нас мы потом считали, из где-то игр 12 или там 13, первые 5-6 туров мы, оказывается, играли каждый матч 0-0 или 1-1 в ничью, почти без голов. Потому что, ну, короче, Даке не было, он был в отпуске. Потом Даке возвращается с отпуска. По итогам он один из бомбардиров в чемпионате. Где-то голов где-то 15 успел забить за несколько туров. Хет-трики, там, дубли и так далее. Мы начали побеждать наконец-то. До этого у нас были строго ничьи. Не проигрываем, но и не забиваем. В 2017 году играли в чемпионате среди выпускников КТЛ. В последнем туре мы стояли первыми, но была решающая игра с командой Агорда. Это выпускники Астана КТЛ.
И оказывается, мне потом рассказывали, мы им проиграли в конечном итоге. Выпускники Астана КТЛ рассказывали, они, оказывается, собрались, накрыли себе стол, там, акульвей и так далее. Решили проанализировать нашу игру, как нас выиграть. И потом, говорят, мы включили видео, смотрим, говорит, никакой системы нет. Оказывается, мы играли так. Защита, потом закидываем мяч вперед. Там у нас Данияр с Куатагами Бурге. Что-то вместе мутят, Данияр гол забивает. То есть система игры нашей строилась таким образом в то время. Я думаю, Алла Таала нас подготовил. То есть он потихоньку с команды ушел. В 2020 году у меня самого в городе не было, потом 21-й, 22-й, 20-21 год его в городе не было. И мы как-то уже уже привыкли, в принципе, с тем, что в команде нету Даке. Алла Таала плана. Данияр ағайдың тағы бір жақсы қасиеті ол балалармен көп уақыт өткізетін, оларға көп уақыт бөлетін. Соңғы бір несі есіме келіп тұр. Даже ол всегда айтатын, мен ешқашан ақша жинамаймын, то есть мен барлық немді балаларыма инвестиция ретінде құямын деп. Оларға білім беруге тырысатын, әрқашан кружоктарға алып баратын, плаванияға алып барады, суретке алып барады. Олармен прям оларға күшті білім беруге тырысатын. Атырауға келген кезде даже біз енді көпке дейін үй таба алмай жүрді. Ана жерге барады, мына жерге барады, бірақ үй көп еді негізі. Оның негізгі мақсаты жаңа Аминаны бір шахматқа жазған. Күшті бір шахматный клуб тауып алды. Ол жаңағы шахмат тауып алған шахматы именно бесплатно болатын. Подушевое финансирование бесплатно, прям ақша бөлінетін мемлекеттен. Оны зерттеп, жаңағы рейтинг болады еще, компьютерда рейтинг болады, рейтингіне қарайды, қандай тренерлер, қандай күшті ма деген сияқты. Всегда качественный, арзан не болса да, качественный зат табуға тырысатын всегда. Ерінбейтін балалар үшін ізденуде, даже суретке алып барған кезде де ол балаларын әрқашан жақсы бір айтсам да жаңағы бір мастердің қолына беруге тырысатын. Сондай зерттеп, точно сөйтіп әрқашан балалар үшін бір нәрсе ойластырып жүретін. Әрқашан Дакеден үлгі алатын, жаңағы балаларына көңіл бөлуі, олармен жұмыс жасауы, әрқашан оларды жетілдіріп, дамытуы. Сондай бір, мен содан кейін бір не түйдім өзіме. Мен де өз балаларыма сондай бір көңіл бөлем деп, жаңағындай оларды да үйірмеге жазып, одан кейін күшті әке болуға әке сияқты тырысып жүрміз. Одан алатын үлгіміз өте көп. Сондай бір керемет әке еді. Что, как у вас дела? Амина, как у тебя дела? Амина сағынат папасын. Басында почти күнде жылайтын. Оған қосылып мен де жылайтын. Бірақ қазір білмеймін, кішкене есі кірді ма. Қазір көп айтпайтын болды папасы туралы. Кеше неге кіріп жатырмыз. Үйге кіріп жатқан кезде бір қыз айтады. Бір қыз айтады, бірге ойнап жүрген қызы, где твой папа дейді, где твой братик и папа дейді. Потом мен айттым, у Амины нету братика десем, Амина ана қызға қарап тұрды. У меня нету папы. Папа наверху на меня смотрит, деп солай жатыр. Бірақ бір қуанатыным Амина үшін ол андай
папам жоқ деп осылай мұңайып, солай настроениесін түсірмейді сол үшін. Как будто ол сезет папасы әрқашан қасында екенін. Қорқам да всегда солай Аминаны сұраған кезде, біреу где папа деген кезде өзін жаман сезім қалама деп всегда айтады. Мой папа умер или мой папа наверху деп айтады. Но одан кейін осылай жылап, мен папам жоқ деп олай істемейді. Көңіл күйін бұзбайды. Сезетін шығар мүмкін папасы қасында всегда қолдап жүргенін. Мүмкін сол 5 жылында, 6 жылында көрген махаббаты сенем Аминаға сол өмір бойына жетеді деп. Шынымен ақта әке мейірімін көрді. Арасында байланысы өте күшті еді екеуінің. Всегда қуанатын едім Аминаның осындай әкесі болғанына. Екеуінің ойнағанын қараған кезде всегда сүйсініп қарайтын. Ішінен шүкір дейтін Аллаға осындай Аминаның осындай әкесі бар, жақсы көреді. Бірақ енді Надия басында біреу есікке біреу келсе, тоқылдатса, всегда папа деп осы жүгіріп шығатын еді. Қазір енді уақыт өткен сайын олай айтпайтын болды. Папа қайда деп сұрасаң, даланы көрсетеді, енді ол түсінбейді ғой әлі. Мен де айтатын едім, мен балаларымның частный мектепте оқығанын қалаймын деп. Екеуміздің неміз орындалды, желаниямыз, бірақ әкеміз қасымызда жоқ. Енді бәріне Алланың ісі ғой, көнеміз. Çok böyle etkileyen adamlardan biri ya. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Yani gerçekten etki veren insanlardan. Çok insan etkilemiştir ama o hakikaten etkilemiş. Çok yakın yani. Böyle bakarsak. Mesela onun en güzel özelliği neydi biliyor musun? Bak onu söyleyebilirim. Borç meselesi var ya, borç. Borç alıyordu. Borcu nasıl söyleyeyim? Atıyorum mesela 2 gün sonra vereceğim diyor değil mi? Ama ondan önce veriyor. Yani şey yapmıyordu, hiçbir zaman böyle şey olmuyordu. Hatta ben mesela diyordum ki ya tamam gerek yok diyorum, bak bana ihtiyaç yok. Ne istediğin zaman ver falan dediğim zamanlar oluyordu. O getirip veriyordu. Şey yoktu böyle, nasıl? Yok olmaz diyordu, öyle olursa ben rahatsız oluyorum falan filan diyordu yani, öyle bir adamdı. Gerçekten ama olacak yani. Benim gibi değil. Ya senin gibi değil. Çok adamdan ne vardır? Borç alırsınız, işte şu zaman vereceğim dersiniz, tamam o zaman verirsiniz. Ama bu adam erkenden veriyor yani. Anladınız mı? Yani borca çok hassas. Bu çok önemli. Ben mesela kendim o kadar hassas olmayabilirim belki. Yani insan psikolojik olarak öyle ya, birisinden bir şey alıyorsun, sonra paran olsa da hemen vermek istemiyorsun yani, sonra veririm falan, böyle bir şeyin oluyor ya. Ama onda öyle yoktu. Gerçekten çok hassastı o konuda. Ben onun şeyini çok gördüm yani. Bir gün bizim küçük çocuk var, Arda. Onu okula getirmiştim. Kaç yaşında? Yani 7-8 yaşında falan vardı herhalde. Onu getirdim. O da Daniel'i çok seviyordu. Benden telefon istiyor çocuk, Arda. Telefon istiyor. Telefon alıp ben de almıyordum yani, küçük diye. Sonra bir gün bir baktım, yani okula geldiğim zaman da bir baktım, birkaç saat sonra Arda elinde telefonla gelmiş. Arda dedim bu ne? Bu dedi Daniel abiyle aldık. İşte Daniel'e söylüyor, bana telefon lazım diye. Beraber gidiyorlar pazara. Bir telefon alıp geliyorlar. Ama çocuk daha telefon kullanmasını bile bilmiyor. Ben de Daniel gerçekten çok sevdiğim için hiçbir şey diyemedim. Yani bu Daniel'in işte güzel bir özelliği. Yani çocuğa yardım ediyor, insanlara şey yapıyor. Yani şefkat çok fazla bunda bence.
Ya başka birisi olsa bence çok yapmazdı yani. Düşünürdü. Bu hiç düşünmüyor. Direkt yapıyor, geliyor. Sonra onun böyle aynı zamanda çok şakacı bir adam. Gerçekten çok şaka yapmayı sever. Ama yaptığı şakalar böyle güzel, akıllı şakalar. Yani şakalarını ben şahsen seviyordum yani. Çok seviyordum. Orijinal şakalar vardı. Bu aslında sektofon meselesi var da boşuna. Ben gerçekten Danyar'ı hiç unutmayacağım. Yani unutacağım hiç düşünemiyorum. Zaten unutmak istesem de unutamam. Ama hayatımda unuttuğum insanlar vardır. Olmuştur. Mesela çocukluk arkadaşlarımdan unuttuklarım vardır mesela böyle bakarsak. Ama gerçekten ben Danyar'ı hiçbir zaman unutmayacağım yani. Bunu kesinlikle bak burada da söz veriyorum, söylüyorum. Hiç unutamayacağım insanlardan biriydi. Böyle çok yakın. Не знаю, мне кажется, повезло очень сильно, что мы с ним знакомы, потому что, как я уже говорил, мы с ним знакомы были и как ученики одного и того же учителя. Мы, кстати, вместе с ним потом летали как-то в Турцию, навещали своего учителя общего. Как коллеги, и как коллеги по классу тоже, то есть за одним классом смотрели. Но то, что я точно никогда не забуду, это как мы с ним вместе летали в Америку. В 2015 году он по своим делам, я по своим делам. Вот так получилось, что мы на одном рейсе летели. Сначала в Стамбул. В Стамбуле мы навестили своего учителя, того же, вот, из-за которого я завидовал. Потом полетели в Америку. Там мы с ним разъехались. Он поехал по своим делам, то есть навещать всех наших выпускников. И что интересно, он навещал тогда не только своих учеников, которым преподавал, там, с которыми был знаком, а даже учеников с других лицеев, которые никогда его не знали, которых он никогда не знал, просто из-за того, что они тоже наши казахстанские ученики. То есть, я не знаю, посмотрите на карту, посмотрите, где находится там тот же Бостон или там штат Невада, Лас-Вегас, где находится Лос-Анджелес. Несмотря ни на что, он, в общем, сам поехал через всю Америку, чтобы навестить пару учеников в Лос-Анджелесе, которым он, еще раз говорю, никакого отношения не имел, чтобы просто спросить, как у них дела. Спросить, все ли у них хорошо. И, кстати, хорошо, что он поехал, потому что он узнал там о какой-то проблеме наших выпускников. И позже он приехал сюда и помог эту проблему решить, самое главное. Я не думаю, что много кто об этом знает. За свои, сколько там, 33 года, мне кажется, он успел сделать то, что многие из нас за всю жизнь, наверное, не делают. И из-за этого как-то спокойно. То есть нет такого ощущения, что если там человек слишком рано ушел, или там что-то он не успел сделать. Нам просто нужно постоянно вспоминать не моменты, что мы его там потеряли, что вот мы его лишились, а именно все те моменты, которые он успел нам подарить, которые мы успели вместе испытать, и извлекать уроки из этого дальше. Жить дальше, продолжать вот этот legacy на английском слове, есть такое, его наследие, да, наследие его идей, его вот этой энергии. До сих пор я, когда вижу что-нибудь интересное в интернете, там какой-нибудь прикол, какой-нибудь мем, какую-нибудь классную какую-то идейку, у меня рука тянется ему отправить. Потому что у нас вот с ним, я же говорю, постоянно эта переписка, одни идеи, приколы какие-то. И в эти моменты становится немножко грустно, что вот я не успел там поделиться такой-то идеей, таким-то приколом. Но ничего, life goes on, живем дальше, продолжаем. Главное, опять же, не забывать то, чему мы у него научились. Все. Дождь пошел. Видишь как? Нуржа уже
Aslında biraz ben normalde sarı, kırmızı, beyaz diye ekmiştim normalde. Beni kandırmışlar demek. Men Daniyar Agay'dan onun kasbi kabiliyetlerini toplağım keledi. Ol kisi bilgenizdey liseylerimizde, bizden liseyde propintator, college counselor, yani bizden okuyucularımızda Kazakistan'dan, yani alemden mıktı atalmış üniversitelerine түсірүү жөнүндө балдарга багдар көмөк берүүчү. Yani көптеген окуучуларды алемден мыкты университеттерине түсүүнө көмөктескен эди. Эң үлкен бирок кыска өмүрүндө битире албай калган анын бир арманы эди. Биздин окуучуларыбызды көбүрөөк тап университеттерге, айвилик университеттерге түсүрүү. Бул жайлы бизде жумуска баштаган эди негизи. Сол максатта биринчи Hongkong'dan City Üniversitesi memorandumga oturduk. Bol Daniyar Agay'ımızın arkasındaydı. Sol üniversitetten 2 grant yılda bizden liseyden okuşlarına bölünetin boldu. Agar onun maksatı osunday memorandumlarda alemden algaçkı 100 üniversitetine kirgen üniversitetlerмен maksimalni tap 10 üniversitetlerge üniversitetlerмен memorandumga oturуу arkalı okuşlarımızda sol şet elden mıktı üniversitetlerine түсүрүп, mıktı maman bolup Kazakistan'a, elge, жалпы адамзатка hizmet eteden adal, mıktı mamanlar boluu onun armanıydı negizi. Men oylayım, onun sol armanı jerde kalmaydı. Okuyucularda jene әріптестері onu жалғастырады деп есептеймін. Welcome to Almaty International Airport. For your safety, please remain seated until seatbelt sign is switched off. Disinfection from the aircraft will be carried out from the forward Такая история была. На уроке, ну, в принципе, Даник всегда давал некоторым пацанам списывать, которые, ну, там, немножко слабые там, по алгебре. Я лично по физике списывал у него. И был такой момент, когда на алгебре сидел пацан, который плохо знал алгебру. И, получается, раздали всем листочки на контрольной. И тишина такая, и он, получается, решает задачу на черновике, Даник. И решает, а рядом сидел тот, который послабее по алгебре. И он у него скатывает на чистовик. Скатывает. И тут Даник что-то, короче, неправильно сделал, видимо. И на черновике зачеркивает, черт, короче, неправильно все. И этот пацан тоже такой, ой, блин. И вот рассказывает, говорит, подожди, говорит, да, я сперва решу. Потом, говорит, спешу на свой чистовик, потом тебе спокойно там спишешь, потом у меня нормально. Он говорит, нет, я боюсь, пока меня там не отобрали, либо не пересадили меня, говорит, я хочу у тебя все, что можно, говорит, до конца скатать. Даник же, он очень хорошо знал вот такие точные предметы. И, в принципе, английский хорошо. Вот, алгебру, физику он прям шарил. И я физику у него конкретный. Наверное, по физике у меня 5 чисто из-за Даника, отвечаю. Один из этих списывающих пацанов, это был я. Действительно, Данияр был такой, он был открытым, он был человек открытой души, руки, он всегда мог помочь. Вот я даже до последнего надеялся, думал, сейчас он мне скинет свой черновик, и я смогу сдать этот экзамен нормально. И мне кажется, это большой показатель того, что он не оставляет своих друзей. Он никогда не оставлял. Всегда, как говорил, я помогу. Он всегда держал свое слово. И тогда уже по лицею, даже по молодости, мы были школьниками. У Данияра были такие уже такая
как сказать, мотивация, он умел мотивировать людей, он умел наставлять. Я думаю, тогда он уже, наверное, определял свое будущее, что он будет работать именно в образовательной системе. Друг, отец, это сын, кого мы действительно всегда так на него смотрели с таким энтузиазмом. Он был приколистом, он всегда прикалывался. И как мой друг Ертай сказал, у него всегда был такой некий пофигизм, здоровый пофигизм, где он всегда мог говорить: да ладно, что ты паришься, что ты слишком много думаешь об этих вещах. И местами ты действительно думал, на самом деле не нужно так много париться. У нас была одна смешная история, потому что Данияр всегда был с чувством юмора. И я говорю: Данияр, как так получилось, говорю, что у всех, говорю, обувь черная, говорю, а у тебя коричневая обувь. Как так получилось? И он всегда так вот мне отвечал, типа, это чтобы, типа, крем никому не раздавать. И такой, и у него была такая всегда ставка, и он всегда так угорал. Я сейчас вспоминаю это действительно тепло. И человек, который балансировал все в себе, умел учиться, умел дружить, играть в футбол, активничать по жизни, еще и быть таким приколистом, юмористом. Я думаю, у нас есть чему поучиться у этого человека. Я даже не знаю, что добавить. Нет, вот это про туфли, это чисто типичный он вот это. Вообще, Джо, он мне такой говорит: че крем берми, типа, чтобы крем не давать, деп қояды еще в конце. Типичный такой. То есть он, зная то, что он бы мог, там, не знаю, 5 раз, 10 раз больше заработать, чем в лицее, да, скажем, но это не камень в огород там лицейской системы, это говорит о том, что он любил свое дело, он делал это не ради денег, там, не ради какой-то выгоды, он делал это ради будущего следующих поколений. Вот это значит, это человек с большой буквы, я считаю, то, что это... У него были сильные жизненные принципы. Ну, например, не так, как у нас, да, не так, как у остальных людей. Там, например, семью прокормить, там вот эти вот такие какие-то бытовые вещи. Они были, просто он не ставил их в такой сильный... Мы там, например, ставим их в приоритет. Ой, давай вот это замутим. То есть не какие-то там нелегальные вещи, да, вот, например, вот тот же самый бизнес-план, да, который мы хотели с ним замутить. Но он говорит: нет, классно было бы, конечно, говорит, но я, говорю, могу этим параллельно как-то заниматься. Но так, чтобы уйти с работы и полностью отдаться этому бизнесу, нет, я так не смогу. Поэтому я говорю: ну ладно, говорю, тебе дело твое, говорю. А так, говорю, с твоим опытом, своим умом, и если бы я тебе какие-то вот эти там, типа, помещения, там, мебель, организовал бы тебе рекламу, там, деньгами там влил бы, а остальное бы там маркетинг все сам себе сделал бы, мы бы с тобой, ну, я говорю, 50 на 50 поделим, окей. И он такой: блин, конечно, говорит, классно, но, говорит, я не могу бросить, говорит. А, ну ладно. Да, не было. У него не было вот этого финансового такого интереса. Как, даже вот земные вот эти вот блага его особо так не... Мне кажется, он делал то, что ему было по кайфу. Да. Это вот он видел лица своих учеников, мне кажется, он от этого кайфовал. И он очень обожал своих коллег. Именно каких он не говорил? Тоже причина, по которой он там не смог вот это все бросить, это тоже вот коллеги в основном, я считаю. Ну вот это вся... Он не любил так. Тусовка лицея. Сами ну да, да. Вайп. Джам, там, вайп такой. И он это сильно любил. То есть он ставил приоритет больше такое, то, что ему по кайфу, то, что, не то, что там надо, положено. Да, есть такие такие. Да? Вот типичные это, такие. Он таким был. Не прикрашивал, ничего, не сам ничего не придумал. Это была такая история. Но если просто вспоминать сейчас, можно много историй вспомнить. Есть некоторые истории, но только не аип. Именно аип на турецком, да, еще? Не на русском, не раз, именно на турецком аип. Лучше там, короче.
году, когда он летом приезжал. А я все время настаивала, говорю, Дань, говорю, я всегда его ласково говорила, Дань, не Даняр. Я говорю, Амика, говорю, в школу пойдет. Надо где-то уже определиться, где-то уже оседать. Уже не постоянно ездить. Ребенок в одном месте должен же учиться и жить, и надо квартиру иметь. Ну, так, чтобы взять и купить, у нас таких возможностей нет. Ну, мы всей семьей в буквальном смысле его уговорили открыть счет. Вот Пасобанк, мы всей семьей открыли. 4 думали, в течение 3 лет будем собирать эти деньги. Потом соберем, ну, я думала, все-таки накопятся же какие-то деньги, и решили квартиру купить. Думаю, хотя бы у Даняра будет, дом Диане. Когда этот вопрос всегда поднимался, он был всегда против. Он не любил ни депозит. Это он против его этой принципа. Он принципиально был. Он никаких депозитов, никаких накопительств, кредит. Вообще такие вещи он не воспринимал. Для него это второстепенно. Он об этом не думал никогда, что вот надо накопить или купить. Он, не знаю, как сказать. Принципиально он не хотел. Ну, так как в большей степени, кажется, я уговорила его, как он сказал, перешагнул через принцип и уступил нам. Мы вот в прошлом году открыли счет от Пасобанк. Он успел взносы сделать, и мы. Но по воле судьбы его не стало в том году. Естественно, вот это я все вспомнила, что я его уговаривала. В буквальном смысле настаивала. Не знаю, как-то он уступил нам, и мы начали собирать эти деньги. Пришлось нам это все закрыть. Мы закрыли все счета. Вы знаете, он не думал, что надо накопительством заниматься, что-то покупать. У него другое было. Он побольше уделял время работе. Все, что у него в руках было, эти деньги, он старался вот в данный момент тратить детям. Ну, естественно, квартиру снимал, и детей. Амика у нас занимался, она ходила в шахматы, где ему нравилось, она на рисование ходила из-за студии. Вот это все ему нравилось, что она на танцы, на балет куда-то ходил. Он на эти цели тратил деньги, накопительством он никогда не занимался, не любил. И вот его нету. А он же все равно же, мы все же мечтаем. Он мечтал учиться, жить в Астане, работать в Нурарде, и дети туда ходили. Его не стало, но его мечту, его друзья, коллеги воплотили. Сейчас дом есть в Астане, дети живут, и они учатся в Нурарде. Я поняла, вот то, что он делал, это было все правильно. А вот накопительство, деньги, это, кажется, не ценность. Как объяснить? Не цель этой жизни, что вот копить, накапливать, когда бы он накопил, это все, он, не знаю, этого он не хотел никогда, но он этим никогда не занимался. Хотя он этого не делал, у него сейчас, не у него, у его семьи все есть. Живут они возле школы, через дорогу, в шикарной квартире, которой сделали капитальный ремонт. Друг его, Тимур, он 4 месяца как на работу ходил в эту квартиру делать ремонт. Он дизайнер. Друзья, коллеги, это вот все сообща купили эту квартиру. Они когда искали эту квартиру, они искали, чтобы он был рядом, чтобы Гульну было легко. Через дорогу перешел с детьми, перешла и уже рядом. Вот это все есть сейчас у семьи. И квартира есть возле школы через дорогу. И дети ходят в эту детский сад. И Аминка Надевка будет тут учиться, как нам сказали, до 11 класса. И Гульну работает там. Хотя он ничего не собирал, не сделал, не накапливал никакие деньги. А у него даже его нету, а все есть у семьи. Вот мы после него поняли много, переосмыслили ценности жизни, какие должны быть. Вроде бы 33 года человек прожил, он больше знал, чем мама его. Он был всегда веселым мальчиком. Я помню, когда он в детстве всегда звал на день рождения своих друзей, соседей. Вот с соседом нашим дружил. Он всегда с балкона кричал:
Вадик, приходи ко мне на день рождения. И не забудь подарок обязательно. В этом плане у нас, конечно, без комплексов был. У нас с ним разница в возрасте 4 года, я старше, но так сложилось, когда у нас папа ушел рано, он быстро повзрослел, как бы дал, как говорится, почву, опору хорошую. Он быстро повзрослел. Как-то первое время, конечно, тяжело было, когда папы не стало. Но с его поддержкой как-то, знаете, дал вот эту уверенность. Мне всегда говорил, когда какая-то проблема, всегда в первую очередь, конечно, ему звонишь. Он всегда говорил: ой, Диана, успокойся, все будет хорошо. И вот, конечно, сейчас не хватает мне вот этого. Мы с ним как близнецы, наверное, росли. Для меня он был примером. Он был примером, он был для меня, как говорится, старшим братом. Я никогда не ощущала, что он младше меня. Мы каждое лето всегда ждали, когда они приезжали в отпуск домой. Вы знаете, ну вот дети — это цветы жизни, как бы радость, смех, да, дети приходят. Но когда заходил Данька, играла просто другими красками, как будто свет больше становился в доме, воздух другой. Я не знаю, я говорю не от того, что он мой брат, но вот такой вот он человек. Я, конечно, очень горжусь им, что у меня был такой брат, был. У меня подруги все говорили, что ты когда говоришь про брата, у тебя такая гордость за него. Свет? Да, я уже забыла, где-то здесь включилась. Ой, Господи, я уже забыла. А, вот он уже. Вот старею уже. А здесь были у него всегда, когда Даняр был, так мы у нас варенье, соленье, все было, запас картошек, когда дети приезжали. Сейчас уже нет Танечки. И не надо так готовить, как раньше готовили. Потому что все друзья приходили его. Когда он в этом учился, в университете, ну, в этом британском университете, когда учился, поступил, и это, как его, получал стипендию. Стипендию получит, придет домой и отцу говорит: пап, давай мы ты мне добавишь, говорит, до чтобы на стипендию, ну, чтобы барана мы могли купить, говорит, чтобы нам, говорит, раздать его. Вот это, чтобы садака раздать. Отец всегда говорил: да, конечно, добавлю. Они барана покупали, резали и раздавали тем, кто нуждается. Любил своих обишек. Обожал он даже их. Домой приходил, он мог бы рассказывать про них с такой любовью, что он такой порядочный, что он такой хороший. Он любил своего Мухаммед Али, обишку. Он любил гостей домой звать. Вот такой он был у нас, Данечка. Даже сам Мухаммед Али, когда сидит, просто улыбнется, и резко становится светло и тепло прямо вот от этого обишки его. Столько тепла шло, что на него смотрю и думаю, надо же, Даняр именно на него похоже. Вот настолько он был. Его любовь, просто улыбнуться, и вот эта любовь его прям невозможно, вот это тепло внутреннее его. Но не передать, словами это не передать. Сколько в нем энергии, тепла, добра, света в этом. Данияр алғаш келген кезде маған көп еркеледі. Мен тәрбиешілікті алғаш бастаған кезде көп қиналдым. Даниярдан көп қиналдым. Басқа оқушылар тыңдаса, Данияр қырсығатын. Бірақ
білем ішіндегі жүрегіндегі мейірімі, оның жылы несі бәрібір бір-бірімізбен кейін жақсы тіл табысып кеттік. Даниярдың марқұм әкесі өте сауатты, салмақты кісі тұғын Марат аға. Жиі келетін Роза апаймен мектепке жиі келеді. Үйлері Даниярдікі Қаскеленде. Біз Ақсайда, Ақсай 3-пі. Қаладағы, былай қарасаңыздар, ең алыс үйдеуге болады, бірақ ең көп, наверное, Даниярдың үйінде қонақта болған шығармыз, яғни үй алыстығына қарамастан. Әрдайым ата-анасы келіп тұратын. Марқұм әкесі ең соңғы күндерінде ауырып жатқан кезде Данияр аби жүріңізші, әкеме бірге барып қайтайық деп. Сол күндерде есімде бардық больницада, әкесінің ауырып жатқан жерінде көрдік. Коляскада алып жүріп, әкесімен біраз ақылдасып, сөйлескен күндеріміз есімізде. Данияр бәрін ойлайтын тұғын. Тек туған туыс жақындар емес. Бірақ былай бүкіл оқушылар болсын, туысқандары болсын көп ойлайтын. Бауырмашылдығы, достарына деген, таныстарына, жақындарына. Астанаға келеді, өзі Алматы басқа жақта, Атырауда жұмыс істеген кездерде сразу келіп Астанадағы балдар жинайды. Астаналық балдар өзіміз жиналмаймыз бәлкім, немесе алматылықтар, бірақ Данияр келген кезде міндетті түрде бүкіл оқушыны жинайтын. Әр қайсыны ойлап жүретін. Ана үйленбеген класстастарын, анан аби үйлендіріміз керек. Мынандай проблемасы бар, қалай шешуге болады деп, басқалардың проблемаларын әрдайым ойлап жүретін ерекше дос, іні, сондай жан тұғын марқұм. От того, что он сам хороший, наверное, поэтому у него столько много друзей хороших. Я очень благодарна судьбе, благодарна Всевышнему, что у меня такой был сын, что у него очень много друзей. Действительно, сейчас нас окружает очень много хороших людей, друзей. Все, что они сделали для нас, для его семьи, это очень много. Я благодарна всем друзьям, коллегам, одноклассникам за их заботу. Я думаю, он, если даже коротко прожил, но хорошую жизнь он прожил. Полную. Может, много чего не успел, но то, что успел, я думаю, немало. Раз сейчас вот такая отдача идет ото всех. Я думаю, хорошую он жизнь прожил. Да, не могу, не перестаю говорить. Он любил очень свою работу. Он очень любил свою работу. Не любя вот так работать нельзя. Он же постоянно работал. Он всегда говорил: я люблю свою работу, я люблю свою семью и своих друзей. Вот эта вся любовь сейчас ему возвращается, его семье. Хочу также поблагодарить всех друзей, коллег, знакомых. За поддержку, которую дали, что у наших деток, у наших девочек все есть, что они могут учиться в той школе, в которой он хотел всегда. Он очень любил Нур-Орда. Он ходил на работу как на праздник. Он любил свою работу.
Данияр бауырымыздың жұмысын жалғасын тапсын деп, біз жігіттер болып, түлектер болып, стратегиялық даму мақсатында Измайлов Scholarship программасын құрып жатырмыз. Бұл жоба біздің жастарға әрі қарай дүниедегі ең мықты университеттерге түсуіне көмекші болады деген ниеттеміз. Сол ойдамыз.